Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду готовить наггетсы. Я думаю, что все уже знают, что такое наггетсы, но буквально в двух словах. Это кусочки курицы, чаще всего это куриная грудка, обжаренные в хрустящей панировке. Наггетсы – это любимое блюдо всех фастфудов и всех вечеринок, поскольку это вкусно и удобно. Удобно тем, что можно есть наггетсы даже без вилки, можно наколоть их на зубочистке, можно просто взять руками, окунуть в соус. В общем, вкусно и удобно. Обычно наггетсы обжаривают во фритюре, поскольку считают, что именно так и можно создать эту великолепную хрустящую корочку. Я же приготовлю их в духовке. Во-первых, это просто удобно, не нужно долго стоять у плиты, не нужно использовать большое количество масла. Можно все сложить на противень, поставить в духовку, затем достать и сразу же накормить всю компанию. Ну, а во-вторых, это более полезный продукт. Наггетсы у нас получатся такими же вкусными, сочными и с такой же характерной для наггетсов хрустящей корочкой. Давайте приготовим. Для рецепта нам понадобится одна куриная грудка. Грудку я возьму целиком, то есть у нас будет 2 больших филе, 2 малых филе. Курицу нарезаем. Можно нарезать покрупнее, помельче, потолще, потоньше. Я нарезаю вот таким образом. Сначала на полоски толщиной примерно в 2 см. Толстые кусочки разрезаю вдоль пополам, чтобы они были немного потоньше. И пополам разрезаю длинные тонкие кусочки. Очень желательно, чтобы кусочки курицы были примерно равными. Для того, чтобы курочка получилась мягкой, сочной, я ее предварительно замариную. Я буду мариновать курицу в специях и оливковом масле. Но как вариант ее можно замариновать, например, в кефире. Нарезанную курицу складываем в стеклянный контейнер, либо в какую-то удобную для вас мисочку. Вливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла, желательно оливкового, но здесь подойдет любое. Посолим и добавляем специи по вашему вкусу. Я добавлю немного черного молотого перца, немного красного молотого острого перца, чайную ложку сладкой молотой паприки. Все размешиваем. И вот таким образом помассируем, вотрем специи в курицу. Накрываем крышкой и оставляем мариноваться. Я обычно курицу готовлю заранее и убираю в холодильник часа на 3-4. Но если вы спешите, можно оставить хотя бы минут на 20-30. В этом случае убирать в холодильник не нужно. Оставляйте прямо на рабочем столе. Для панировки нам понадобится хлебная крошка. Я возьму половину вот такого стандартного белого батона. Желательно, чтобы белый хлеб был не очень свежим, но в то же время он не должен быть и очень сухим. Скажем, вчерашний будет просто идеально. Хлеб натираем в крошку. И для того, чтобы панировка получилась хрустящей, какой она и должна быть у наггетсов, я добавлю в хлебную крошку растопленное сливочное масло. Количество сливочного масла на ваше усмотрение, поскольку чем больше масла, тем, конечно же, калорийнее. Я обычно беру 50-70 грамм. В растопленное масло всыпаем хлебную крошку и все хорошо размешиваем. Для цвета я добавлю в крошку примерно пол чайной ложки молотой куркумы. Куркумы вы можете добавить меньше, больше, либо можете просто пропустить. Здесь все исключительно по вкусу. И наша хлебная панировка готова. Вот такая она получается в результате, яркая, по консистенции как мокрый песок. Крошку я не буду использовать всю сразу. Буду откладывать частями в миску по мере расхода. Также для панировки нам понадобится 2 куриных яйца, добавляем немного соли, буквально чайную ложку молока и хорошо разбалтываем вилочкой. Также для панировки нам понадобится мука, нам будет достаточно 2-3 столовых ложек. Муку я добавлю немного соли, можно добавить какие-то специи. Обычно также добавляют черный молотый перец, красный молотый острый перец, в общем, на ваше усмотрение. Панируем наггетсы в 3 стадии.
Сначала обваливаем в муке, затем окунаем в яйце, и панируем в хлебных крошках. Свободно раскладываем на противне. Я противень застелила бумагой для выпечки. Когда вся курица будет подготовлена, ставим противень в разогретую до 200-210 градусов Цельсия духовку. Готовиться наггетсы будут в общей сложности около 20 минут. Через 10 минут противень достанем, перевернем наггетсы и поставим в духовку еще на 10 минут. И наши наггетсы готовы. Они получаются сочными, пропитанными специями. Сверху хрустящая корочка, какая должна быть у настоящих наггетсов. Подаем наггетсы с любимыми соусами. Итак, наше блюдо готово, и мне остается пожелать вам приятного аппетита. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что оно вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.